Датчик температуры и влажности Акара. Этот датчик предназначен для измерения температуры, влажности и атмосферного давления в помещении. Показания датчика могут быть использованы как для собственного интереса, так и при составлении различных автоматизаций в системе умного дома. Например, включение-выключение обогревателя, кондиционера, увлажнителя, умных розеток или чего-нибудь еще. Этот датчик работает по протоколу Zigbee, и поэтому для его работы обязательно понадобится так называемый шлюз, умеющий работать по этому протоколу. Питание датчика осуществляется от одной батареи CR2032, которая входит в комплект поставки. Поставляется датчик в обычной картонной упаковке размером 7 на 9 и на 5 см и предназначен в основном для азиатского рынка, поэтому почти вся информация на упаковке представлена на китайском и корейском языках. Что же написано на упаковке? А там написано, что это датчик температуры и влажности Акара, и предназначен он для контроля температуры, влажности и атмосферного давления, что может работать в связке с кондиционером и другими устройствами для автоматического регулирования климата в помещении, что этот продукт необходимо использовать с устройством, поддерживающим функцию шлюза, что совместим с системой HomeKit от Apple, что подключается без проводов по протоколу Zigbee и может быть расположен где угодно, что срок службы батареи до 2 лет, технические характеристики, дата изготовления, логотипы и контакты производителя. Что же находится в упаковке? Сам датчик с уже установленной батареей и приклеенным скотчем на обратной стороне для крепления на какую-либо поверхность. Инструкция на английском, китайском, немецком, французском, испанском, русском, японском и корейском языках. И еще один дополнительный двусторонний скотч для крепления. Датчик размером 36 на 36 мм и толщиной 9 мм выполнен в пластиковом корпусе и имеет минималистический дизайн. На лицевой стороне схематически изображен градусник, под которым расположен световой индикатор активности устройства. На обратной стороне закреплен двусторонний скотч для крепления устройства. Под ним крышка батарейного отсека, которую можно открыть с помощью монеты, чуть прокрутив ее против часовой стрелки. На крышке отображена информация о том, что это датчик температуры и влажности Акара, модель, тип батареи, изготовитель и о том, что он изготовлен в Китае. На нижней грани устройства имеется отверстие для поступления воздуха в прибор. На верхней грани расположена кнопка сброса или сопряжения устройства со шлюзом, длинное нажатие которой переводит устройство в режим сопряжения, а короткое проверяет эффективность дальности действия. Прибор предназначен для измерения температуры окружающей среды в диапазоне от минус 20 до плюс 50 градусов Цельсия, относительной влажности от 0 до 100% и атмосферного давления от 30 до 110 килопаскалей. Поскольку устройство предназначено для использования внутри помещений и не имеет должной влагозащиты, рекомендуется устанавливать его в местах, хорошо защищенных от попадания воды. Думаю, что прибор возможно установить и на улице, но только в таком месте, куда не попадает дождь или снег. В новом датчике батарея уже установлена, и для того, чтобы он заработал, достаточно вытащить предохраняющий язычок. Открываем приложение Mi Home. У меня установлен язык приложения английский, а регион материковый Китай. В верхнем правом углу экрана нажимаю значок «плюс» «Добавить» и выбираю «Добавить устройство». Если функция местоположения отключена, то приложение Mi Home попросит ее включить, можно отказаться. В разделе «Датчики» захожу в подраздел «Датчики температуры и влажности» и жму на иконку своего датчика Акара. Далее, следуя инструкции на экране, зажимаю кнопку сброса и жду, пока световой индикатор мигнет 3 раза подряд, затем отпускаю кнопку. Выбираю комнату, где будет установлен мой датчик, в моем случае это кабинет, и жму «Далее». Ввожу имя устройства, в моем случае это кабинет Zigbee. Далее. Выскакивает окно с предложением согласиться с пользовательским соглашением. Жму «Согласен», и на этом процесс подключения удачно завершен. Плагин датчика отображает температуру, влажность и атмосферное давление в реальном времени.
Если нажать на иконку температуры или влажности, отобразится история показаний в виде графика температуры и влажности за последний день, неделю или месяц. Если нажать на иконку атмосферного давления, то отобразится история показаний давления. Нажатие «Автоматизация» выводит на экран все автоматизации и журналы с записями о событиях, связанные с этим датчиком. В настройках плагина можно изменить имя и местоположение датчика. Имеется раздел «Помощь» и «Обратная связь». В разделе «Дополнительные настройки» можно посмотреть версию плагина, установить пароль, изменить часовой пояс устройства, почитать пользовательское соглашение или использовать функцию «Добавить на главный экран», после чего ярлык датчика появится на рабочем столе смартфона. Для создания автоматизации имеется 4 варианта событий. Температура выше указанной, температура ниже указанной, влажность выше указанной, влажность ниже указанной. Например, можно создать автоматизацию для поддержания постоянной температуры в помещении. Как же это сделать? В верхнем правом углу экрана нажимаю значок «плюс» «Добавить» и выбираю «Автоматизация». Добавляю событие. Нахожу свой датчик и выбираю «Температура ниже указанной». Устанавливаю 20 градусов Цельсия и жму галочку в верхнем правом углу. Еще одну галочку в том же углу. Добавляю действие. Нахожу умную розетку, к которой подключен конвектор, и выбираю «Включить». Галочка. Затем жму «Создать», ввожу название автоматизации, например, вкл обогревателя. «Окей». «Создать». Теперь конвектор будет включаться, если температура опустится ниже 20 градусов. Для того, чтобы конвектор выключался, когда температура повысится более 20 градусов, создаю аналогичную автоматизацию. Только выбираю событие «Температура выше указанной», действие «Выключить» и называю «Выкл обогревателя». Все должно работать. Отличное миниатюрное устройство. С приложением Mi Home работает, со своими задачами справляется. Главным достоинством этого датчика, на мой взгляд, является его работа по протоколу Zigbee, что позволяет быстро передавать шлюзу все необходимые данные для корректной работы автоматизации. А главным недостатком считаю все же отсутствие информативного экрана. На этом все. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал.